Всем привет! На улице концерт, а я направляюсь в госпиталь и расскажу вам о том, как отеки могут дать сигнал, что с вами что-то не так. И проблема может быть очень серьезной, если вовремя не обратить на это внимание. Поделюсь с вами таким неожиданным даже для меня опытом, который стоит взять себе на заметку. И я буду очень рада, если это поможет кому-то еще. Итак, в октябре прошлого года я прошла обследование в России перед поездкой на чемпионат мира. В том числе сдала анализы на щитовидную железу, так как хотела проверить, можно мне вакцинироваться от ковид или нет. В то время вакцина была обязательна для перемещения по Европе. Приятная музыка! По результатам анализов терапевт никаких отклонений у меня не обнаружил. Для чего я это рассказываю? А вы узнаете немного позднее. В январе после чемпионата мира я прошла все-таки вакцинацию Модерной. И в марте все началось. Появились сильные отеки, причем по всему телу. Прибавка в весе достигала до 300 грамм за ночь. Хотя я питалась, как всегда, соблюдая принципы сбалансированного питания и продолжала свои тренировки. Не могу точно утверждать, что же именно послужило причиной. Это могла быть реакция иммунной системы на вакцину, длительный стресс из-за февральских событий, или переживания за жизнь моего питомца, у которого начали отказывать почки. Короче, как это бывает, навалилось все и сразу. Итак, что со мной произошло? Какие реально оказались причины и какой выход я нашла? И если сказать честно, отеки ног у меня периодически возникали и раньше, особенно в области икр и лодыжек. И усиливались они в зимний период. Но я считала это более-менее нормальной ситуацией из-за временного замедления метаболизма в холодном климате, ну и изменения питания в зимнее время. Я очень хорошо знаю свой организм и замечаю малейшее отклонение от нормы. Чтобы снять отеки, которые меня сильно раздражали, я ужесточила свое питание и перешла фактически в предсоревновательный режим. Усилила кардионагрузку, но все было бесполезно. Отек увеличивался и вес, конечно же, тоже. Обычно мой вес в межсезонье был 53-54 килограмма. Но в этот раз я дошла до 58. Отекало все тело, в том числе и грудь. И с этим нужно было что-то делать. Возьмите себе на заметку. Если отеки возникают преимущественно на ногах, то необходимо проверить сердечно-сосудистую систему. Если под глазами, то почки. Их также вызывают излишне соленая пища, копчености, сладкие алкогольные напитки и всеми любимая выпечка. А если не выспаться, то с утра тоже вы увидите свое лицо и тело отекшим. Но все вышеперечисленное было мною исключено, а результат оставался прежним. Отеки не пропали. Я решила обратиться в клинику. К счастью, здесь хорошие врачи, и мне назначили обследование. Что же показали мои анализы? Что мне рассказали врачи? Оказывается, когда отекает все тело, ноги, руки, передняя брюшная стенка, лицо и область вокруг глаз, это вызвано нарушением работы щитовидной железы, а именно нехваткой ее гормонов. А называется болезнь аутоиммунный тиреоидит. Это довольно опасное воспалительное заболевание щитовидной железы. Вызвано атакой специфических белков антител на функциональные клетки собственного организма. У меня антитела превысили норму в 26 раз. Но я вовремя спохватилась. Это был дебют моей болезни, и щитовидка не успела разрушиться. Это показало УЗИ. Так вот, оказывается, в октябре прошлого года у меня уже было это заболевание. Тогда антитела превышали норму в 12 раз. Но терапевт не обратил на это мое внимание и не сообщил, что у меня серьезное аутоиммунное заболевание и, возможно, генетическое. Я думала, что у меня все в порядке. Ощущала себя очень хорошо, была полна энергии, готовилась к соревнованиям. Скорее всего, это заболевание у меня было и раньше, но его развитие сдерживалось, и мой организм справлялся за счет моего образа жизни. А вот сильный и длительный стресс вызвал его быстрое развитие. Я даже не подозревала, насколько серьезно мой организм подвергся опасности. Так что будьте осторожны, обращайте на все внимание. В итоге местный доктор назначил гормональные препараты, которые я начала пить в первый раз в своей жизни, и порекомендовал диету.
И что удивительно, в большей части она полностью совпадала с моим питанием, которое я соблюдала. Нужна была лишь частичная корректировка. Оказалось, я употребляла мало углеводов, а это плохо для щитовидки. Ну и свой вклад, конечно же, внесла строгая диета на сушки. В последние недели перед выходом на сцену особенно. Как объяснил врач, при гипотериозе нарушается обмен практически всех веществ в организме. Жировой, белковый, углеводный, минеральный, водно-солевой. Медленная, неполноценная усваиваемость и переработка пищи в энергию, в строительные материалы для нашего организма и является одним из главных факторов, мешает похудению и провоцирует аномальный прирост лишнего веса из-за накопления жидкости. Вот такая вот причина. Также возникают такие симптомы, как сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, першение в горле, тремор конечностей, даже такое. Оно и появилось у меня в марте. Также могут быть и ряд других симптомов болезни. Вялость организма, раздражительность, усталость, ухудшается память, проблемы в работе сердца. Как видите, очень-очень много симптомов. 1,5 месяца я пропила гормональные и соблюдала питание, рекомендованное мне для хорошей работы щитовидной железы. Тренировки я не прекращала. Сейчас я зайду в клинику, заберу контрольные анализы, послушаю мнение врача и узнаю, что изменилось в моем организме. Ну что, я пообщалась с доктором, получила свои анализы. Гормональная система пришла в норму, но антитела никуда не делись. Есть еще над чем работать. Могу сказать, что самочувствие менялось у меня в лучшую сторону каждый день с самого начала лечения. И я считаю, что быстрые положительные результаты я получила также благодаря питанию. В данном случае изменения в питании помогают организму быть в работоспособном состоянии. Но необходимо изменить его. Об этом я расскажу вам в следующем выпуске. Напишите в комментариях, если у вас есть проблема с отеками, которую вы не можете решить. И если будет обратная связь, и эта тема вам интересна, очень буду рада пообщаться с вами. Ну а от вас я жду звон в колокольчик, лайк и подписку на мой канал. За честный рассказ не только о победах, но и трудностях, присущих каждому. Не пропустите мои следующие видео.